Курица не птица, Польша не за границей. Мы, люди, рожденные в Советском Союзе и выросшие в постсоветских странах, всегда знали Польшу как страну, которая первой вырвалась из социалистического лагеря. 4 июня 1989 год. Эта дата навсегда изменила историю. Победа солидарности. Я тогда жил в маленьком городке у западной границы Белоруссии и был маленьким ребенком, поэтому ничего не могу помнить об этих событиях. Я 1985 года рождения, и мои первые осознанные воспоминания в жизни в целом примерно от начала 90-х годов. Это когда в отколовшуюся от Советского Союза независимую Беларусь, так же как и Польша, переживавшая великий кризис самоосознания, понимания, что делать. Вот это вот, конечно же, в 5 лет я не мог давать никаких оценок, сколько мне там 5, 6, 7 лет было, но я помню хорошо, как появились первые импортные шоколадки, всякие Марсы, Сникерсы в детский мир, как сейчас помню, в нашем маленьком городке привезли, там лежали эти шоколадки, Твикс, Баунти, вот эти рекламы пошли массово, и хлынула просто волна этих ярких этикеток, дешевых жвачек, всего, чего не было до этого, оно просто появилось, Кока-Кола, и я помню, как папа нас водил, там покупал нам что-то, мы там еще с сестрой делили эти Марсы, Сникерсы. Хорошо помню, как в 90-е годы вся западная часть Беларуси возила товары на рынок в Варшаву. Это было золотое время для челноков. Польша тогда была беднейшей страной. От нас в Польшу привозили все. Огромные очереди фур на границе, растянувшиеся на километры. Каждый второй житель приграничных городов Бреста, Гродно, да и многих украинских городов, таких как Львов, зарабатывал на торговле с поляками. Но потом произошло то, что экономисты назвали польским чудом. План Бальцеровича. Шоковая терапия, запущенная 1 января 1990 года. Буквально на глазах за какие-то 5-7 лет страна преобразилась до неузнаваемости. В 2004 году, когда Польша вступила в ЕС, ее ВВП уже достигал 250 миллиардов долларов. А к 2010 году эта цифра удвоилась. И я очень хорошо помню, как все челноки, которые вот возили массово все в Польшу, все чаще стали возвращаться из Польши с классными, качественными товарами. В итоге все переквалифицировались только на привоз из Польши всего классного, крутого. Когда уже Польша запустила свои производства, начала становиться на ноги, и вот это все начало массово ехать вот благодаря челнокам, которые привозили все это. И вот тогда еще мало кто понимал, что происходит, но, по всей видимости, Польша начала свой великий экономический путь практически по сегодняшний день. Курица не птица, Польша не за границей. Это известная такая подшучивающая фраза про Польшу, которая часто звучала в наших постсоветских странах в нулевых годах. Я думаю, что многие ее знают. И даже сами поляки часто ее вспоминают в комментариях, когда заходит тема. Да, многие посмеивались, но все чаще ездили или хотели съездить в ту самую Польшу, посмотреть, как там у них, и привезти себе что-нибудь домой вкусного, красивого, дефицитного. Но если откинуть шутки и вот задаться серьезным вопросом, как действительно смотрели на Польшу в то время все наши люди из постсоветских стран. Как родилась эта снисходительная шутка «Курица не птица, Польша не за границей». Это из какого чувства? Это, знаете, вот когда у тебя нет чего-то, того, что есть там, тебе очень хочется, и ты вроде так рядом, но тебе это не принадлежит, и ты не можешь вот это взять себе или добиться того же. Из каких чувств это все вытекает? Вот как вы думаете, напишите в комментариях. Важная особенность Польши, что она равномерно развивается как государство. И все делается для жизни людей и по воле людей. Тут все устроено не так, как в большинстве стран, отколовшихся от СССР, где есть одна столица, главный центр притяжения финансов, цивилизации, всего передового и, как следствие, людей.
В Польше развиваются все города, и большие, и маленькие. Очень много зависит от местных властей, и поэтому у поляков нет культа стремиться в столицу по той причине, что только там есть жизнь и возможности. Нет. В Польше очень много прекрасно развитых, богатых городов и деревень, где люди живут счастливо и с удовольствием, а не от безвыходности. В постсоветских системах преобладает централизованная вертикаль. Руководителей назначают сверху, но если по-простому, то это просто есть одна голова, которая всем решает и всем управляет. А Польша с 1990 года построила реальную децентрализацию. Это такие избираемые общины, гмины называются здесь. С 1999 года повяты и самоуправляемое воеводство с собственными советами и исполнительной властью. По-простому это в маленьких городах, селах, в каждом городе есть реальная власть, которая имеет ресурсы, может принимать конкретные решения, исходя из нужд города, села. Но столица все же есть столица, как ни крути. Последний год мы прожили в Варшаве. Каждый день проходили мимо небоскребов, которых не было еще 10 лет назад. Польша единственная страна ЕС, которая не испытала рецессии во время кризиса 2008 года. И рост ВВП составлял 1,6%, когда вся Европа была в минусе. В 2023 году польская экономика стала шестой в Европе. 688 миллиардов евро. Мы стали свидетелями трансформации, которую экономисты изучают как феномен. Из страны, где в 1989 году были пустые полки и карточки на мясо, Польша превратилась в региональную державу с амбициями формировать будущее всей Европы. Польша откололась раньше, а постсоветские страны стартовали чуть позже, с 1992 года, и вместо шоковой терапии пошли другим путем. Всякие половинчатые реформы, которые привели к гиперинфляции и глубокому спаду. Но известная всем картина 90-х — это олигархизация, вот эти всякие приватизации, когда все существенные ресурсы концентрировались в одних руках, централизация власти и финансов, ну, все, что все видели. Давайте взглянем на графики экономического развития постсоветских стран в тот момент, как они ушли в самостоятельное плавание. Но сейчас больше интересен момент, как люди сами из постсоветских стран, из наших, смотрели на Польшу, потому что это очень такой интересный момент. Мы как бы были очень во многом схожи, жили в одной системе. И я думаю, что многие поймут такой момент сложный для многих наших людей с нашей постсоветской ментальностью, смотреть на соседа, который жил все время в тех же условиях, у которого резко начало получаться только потому, что он захотел измениться и пошел как-то сам обустраивать свою жизнь. Не все способны принять это и с искренностью радоваться за этого соседа. Понимаете, да, о чем я говорю? Наши люди вот очень часто вот радость такая, не то, что у тебя хорошо, а радость, когда у соседа корова сдохла. Вот тогда радость. И это ужасное качество ментальное, которое присуще многим нашим людям. Потому что нас годами из поколения в поколение пропитывали такими установками, что мы не должны думать о себе, мы должны всем, кому угодно, государству, царю, Богу, всем, кроме себя. И вот это все составляет вот такой фундамент нашей постсоветской ментальности. А у поляков, я заметил, это по-другому устроено. Они очень сильно ценят свое время, ценят себя. Иногда это тоже в какие-то перегибы, но тем не менее, вот из наших стран, приехав сюда, это наблюдать забавно и непривычно. На сегодняшний день мы живем в Польше 3 года в совокупности, но с перерывом на длительное путешествие. Сейчас вернулись и уже 1,5 года опять здесь. И за все это время мы собираем много-много полезной информации для тех людей, кто хочет переезжать в Польшу или уже живет в Польше. Много пользы из нашего личного опыта. Полезные контакты, ссылки, страховки на автомобили, наши любимые места. Очень часто выбиваем скидки по промокоду для вас на поиск аренды жилья, на покупку-продажу
продажу недвижимости, на домики для отдыха под Варшавой у нас есть подборка, там 3 дома. Много полезной информации в нашем телеграм-канале, в закрепленном посте все важные контакты, просто листайте ленту, если интересно, много найдете для себя, плюс общение, приходите в нашу тележку и будем общаться, ссылочка в описании. Я не могу сказать, что я понял за это время Польшу и поляков, как подшучивают над нами там в комментариях, когда я такие всякие свои разъяснения публикую. Вот на нашем канале нас много классных поляков смотрит и комментируют на польском. Спасибо всем, кстати, за поддержку и за искренность, за доброту. Поляки очень классно пишут комментарии, даже если не согласны, очень вежливо, это всегда очень приятно. Поляки очень крутые вообще люди в этом плане, ну и во многих других тоже. Но что может поразить больше, чем это экономическое чудо? Это то, как поляки сумели сохранить свою идентичность. Начиная тем, как за 123 года забытия и физического несуществования страны люди сохранили культуру, язык и переродили страну до передовой державы. Нужно отметить, что очень важную роль в этом играет еще религиозность поляков и непосредственно первый не итальянский Папа Римский Иоанн Павел II, который был родом из Польши. Именно его визиты в Польшу воодушевляли сотни тысяч поляков и укрепляло у них стремление к независимости. В общем, сложно переоценить важность католической веры для поляков. Это, можно сказать, один из главных склеивающих элементов единства нации. И мне кажется, что освобождение от этого социалистического влияния и польское экономическое чудо в целом произошли благодаря именно сплоченности польского народа. Про поляков мне знакомые часто говорят так, что в мирное время, когда все хорошо, они разрознены, а в час нужды они объединяются подобно пальцам одной руки, сжимающейся в кулак. Для нас, людей, рожденных в СССР и выросших в постсоветских реалиях, Польша всегда была окном в Европу. Не в ту непонятную Европу с другой экзотической ментальностью и чужими языками, а в такую близкую и понятную Европу с похожими людьми, похожим языком, с которой нас связывает древнее прошлое. Земли Беларуси и Польши долгое время были в составе одного государства Речь Посполитая. И также нас объединяло недавнее советское прошлое. Для нас это был близкий сосед с очень похожими проблемами. Только Польша была тем соседом, которая уже прошла терапию и выбралась из прошлых проблем, а мы словно застряли в них надолго. И очень длительное время Польша для нас была примером, была той Европой с близкой ментальностью, высоким и доступным качественным уровнем жизни. Я не знаю, как лично вы, но мне вот искренне кажется, что мы, восточные соседи Польши, люди из постсоветских стран, должны быть в какой-то мере благодарны Польше как минимум за 2 вещи. Первое – это за мотивацию и шикарный пример того, как можно выбираться из сложных ситуаций, как сохранять свою самоидентичность, культуру, язык. По-моему, это прекрасный пример. Кстати, вот в меня часто летят тухлые помидоры за то, что я не говорю на белорусском языке. Я его знаю, понимаю и с уважением отношусь к тем, кто говорит. И второй момент, за который, мне кажется, мы должны быть благодарны, это за то, что в сложную ситуацию, в час нужды, поляки очень гостеприимно приняли всех, кому нужна помощь. И, честно, я не знаю, кем нужно быть, чтобы это отрицать. Лично знаю людей, которым поляки открыли свой дом, впустили бесплатно, просто потому, что человечность превыше всего. Мне кажется, это очень показательный момент. И интересно, как поступили бы страны другие соседские к Польше, вот как поступили бы они, будь ситуация наоборот. С радостью почитаю ваше мнение на эту тему в комментариях и обсудим. Призываю к вежливому, адекватному, взрослому, цивилизованному диалогу. Спасибо за внимание. Увидимся в новых видео. Пока-пока.